Мене звати Наріман. До війни я був поваром. Вот мы дня 3 были в роддоме, дальше нас уже выписали. Приехали домой, потихонечку начали обустраиваться, понакупили там колясочку для ребенка, ванночку, сделали ремонтик в квартире. И получается сколько? Прошло 8 дней, и мы просыпаемся в 5 часов ночи от того, что какой-то грохот, просто очень громкий, все трясется, стекла, все, там тяжело не проснуться. Я подумал, фейерверк, что ли? Нет, это, оказывается, сразу соревновости, оказывается, это русское вторжение. Мы с грудниковым ребенком вот так вот с 6-го этажа в подвал, с подвала на 6-й, обратно в подвал. Мы там все время не могли находиться в подвале, потому что грудничка надо поменять. И до последнего мы находились в городе Харьков, жили на Северной Салтовке. Подумали, что на ХТЗ там тише будет, потому что у нас не было ни света, ни отопления, ни горячей воды, вообще ничего, то есть как отрезано от цивилизации. На ХТЗ это все было в тот момент. Мы сидим на чемоданах, пытаемся найти машину, никто не соглашается ехать на Северную Салтовку, потому что она под обстрелом. Как только мы уже полностью одеты, продолжаем искать машину, нам в дом просто прилетает 3 ракеты. Это невероятный звук грохота, и я больше переживал за ребенка, у которого еще от любого сильного шума могут просто лопнуть перепонки. Все, мы бежим, люди бегут, выходим с подъезда, взорвалась чья-то машина, трупы, горит дом. Во дворе вот такая вот яма, от ракеты. Не знаю, сколько там, 4-5 их было ракет. Люди за водой выходят, их просто расстреливают осколочными, чем угодно. Мы в печали стоим на лавочках, сумки, ребенок. К нам подходят сестры. Не знаю, то ли судьба, то ли еще что-то. И предлагают жилье. И вот здесь сколько мы, получается, сутки. Вчера только сюда нас привезли. Даже не верится, что тишина в ушах. Потому что привык уже к истребителям, взрывам и так далее. Как говорится, если сюда война дойдет, то не скоро. Я надеюсь, что она вообще сюда больше никуда не дойдет. Закончится там, где началась. А вот у жены еще нет. Я же говорю, она до сих пор боится выйти на улицу. Хотя мы уже вроде и не в Харькове, а страх до сих пор есть. Но я даже не мог представить, что нам для нашей семьи дадут целую комнату. Для меня это, не знаю, было счастье, радость. Нам сказали, что, возможно, мужчина будет отдельно от женщины, по их верованию. Но даже тут нам пошли на уступки и согласились, чтобы мы были вместе, потому что есть ребенок, они должны быть вместе и помогать друг другу. Сюда мы приехали в первую очередь, чтобы чисто ради детей, чтобы, если что, помочь, чтобы, если что, жену мою подлечили. Потому что она, не успев реабилитироваться после беременности, просто началась вот эта жесть, и нельзя носить вещи тяжелые, она носит это, это ужасно. Я стал больше любить украинский народ, украинскую сплоченность, потому что настолько люди в тяжелой ситуации начали просто помогать друг другу,
по-человечески и приятно, что украинский народ — это сильный, духовитый народ. Я был на этапе, когда по заведениям ставил меню по пицце. То есть я начал только расти по своей поварской карьере, шел, то есть, вверх по лестнице. В меня верил шеф-повар. То есть я начал верить в сам себя. Были грандиозные планы. Сделать там, потом просто контролировать за процессами на одном заведении, на другом заведении. А в итоге все впустую. Одно заведение — это экопарк Фельдмана, которое просто там живого места тоже уже практически нету. Жена вчера плакала, мы пошли на служение в храме здесь. Жена не выдержала, там, разревелась. И осознавать в голове, что больше нету там парков, по которым мы гуляли, больниц, домов, ничего нет, все разрушено. Конечно, хотелось бы вернуться домой, но, опять же, вероятность того, что он сгорел, есть. У меня даже есть фото нашего дома. Не знаю, куда. Приедем, а там уже дома нет. Во-первых, хотел бы, наверное, чтобы семья моя чувствовала себя в комфорте, чтобы они не нуждались ни в чем, как вот в этой войне, когда я не могу там жене прокладки купить. Во-вторых, сейчас.